Всем привет! В этом уроке мы познакомимся с еще одной инструкцией, которая называется switch. Switch – это переключатель, но имеющий не два положения, как мы привыкли, то есть включить и выключить, а множество положений. Инструкция switch является альтернативой инструкции if. Инструкция switch позволяет определенным блокам выполняться в зависимости от значения контрольного выражения. Начнем. Сотрем стандартное значение и создадим константу. Пишем let a равно 20. Ниже создадим инструкцию switch. Пишем switch. Программа предложит вам шаблон инструкции. Можете нажать на него или продолжить писать самостоятельно. После слова switch пишем, что мы хотим рассматривать. В нашем случае мы хотим рассмотреть значение константы a. Поэтому пишем a, после чего открываем фигурную скобку, нажимаем Enter и закрываем фигурные скобки. Так как мы создаем switch, то есть переключатель, то внутри него должны быть положения или случаи. Еще их называют кейсами. Создадим их. И при совпадении этих кейсов выведем print. Пишем кейс 10, двоеточие, print, открываем кавычки и пишем 10. Создаем второй кейс, пишем кейс 20, двоеточие, также создаем print, открываем кавычки и пишем 20. Создадим еще один кейс, пишем кейс 20, 100, двоеточие, print. Открываем кавычки, пишем 20, 100 и создадим еще один кейс, пишем кейс 100 и также создаем print, в котором указываем 100. Мы создали 4 кейса и вывели текст при совпадении. Но программа у нас до сих пор ругается. Это происходит из-за того, что инструкция switch должна содержать все возможные варианты значения константы a, а их может быть бесконечное количество. Например, значение 0 и даже отрицательные значения. Поэтому в конце инструкции мы должны задать дефолтное значение, которое предусмотрит все остальные значения, которые мы не указали. Это пишется так. Пишем default, двоеточие и break. Тем самым мы говорим, что если случай тот, который мы не указали в этих 4, то просто продолжаем исполнять код далее. Код у нас исполнился, ошибка ушла, и в консоли мы видим 20. Отлично. Рассмотрим ситуацию, когда, например, мы хотим вывести один текст при совпадении 2 кейсов. Чтобы не писать лишние строки, то мы можем просто перечислить значение кейсов через запятую. Например, 10, запятая 20. Здесь в принте мы исправим 10 или 20, а второй кейс мы можем просто удалить. После исполнения кода в консоли мы теперь видим новые значения 10 или 20. Отлично. Бывают такие ситуации, когда нам нужно выполнить несколько кейсов последовательно, не выходя из инструкции. В инструкции switch для этого есть еще одна интересная инструкция, которая просто состоит из одного ключевого слова и встраивается над кейсом, в который нужно провалиться. Давайте создадим ее после первого кейса, чтобы провалиться во второй. Она пишется так. Fall и нажимаем на данную инструкцию. После исполнения кода в консоли мы теперь видим распечатанный первый принт и второй принт, потому что с помощью данной инструкции мы в него провалились, не выходя из данной инструкции switch. Я надеюсь, что урок вам понравился. Инструкция несложная и часто используемая. Возьмите себе на заметку. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем спасибо. Увидимся в новых уроках.